Привет, друзья! Привет всем! Вы на канале «Русский с Максом». Сегодня «Русская с Максом». Канал для тех, кто изучает русский язык. И сегодня у нас будет с Ярославой одна интересная игра. Поиграем немножко, Ярослава. Поиграем. Да. И на самом деле у нас здесь есть несколько атрибутов. Атрибутов или символов, или даже, я бы сказал, идолов. Я бы сказала, что это помощники. Помощники, мне нравится. Несколько помощников. Но мы подробно о них уже говорили. Посмотрите видео на канале Ярославы. Ярослава тоже учитель русского языка как иностранного. Поэтому, Ярослава, пару слов расскажешь о своем проекте? Расскажу. Да, всем привет. Да, на моем канале тоже вы можете найти много разных видео о том, как изучать русский язык, много разных подкастов для изучающих русский язык. И на этом канале вы можете найти первую часть вот этого видео. Да. Здесь было гораздо больше бумажек, было, но мы уже в видео на канале Ярославы уже бумажки эти обсудили. Сейчас мы продолжим, друзья, и там же будет про наших помощников. Посмотрите, чтобы понять, кто это такие и почему важно им иметь бычару и ОМОНа-утку рядом. Да. Так вот. Ну что? Ярослава, механику расскажи. Да. Здесь есть разные бумажки, и мы вытягиваем по одной бумажке и просто обсуждаем наши рекомендации или наши любимые вещи. Предпочтения. Наши предпочтения, да. В первой части мы уже говорили и об актерах, и о местах, и о городах, поэтому... Мы уже разговорились. Что будет сейчас? Мы уже проснулись. Что будет сейчас, я не знаю. Да, узнаем. Давай. Опа. Давай. Итак, современный фильм. Современный фильм русский, российский, наверное, лучше современный, да, то есть не СССР. Да, современный. Современный. СССР это уже давно. Я не помню, как называется этот фильм, но я, на самом деле, несколько лет назад, еще в России я посмотрел фильм про геологов. Это современный фильм, но про советских геологов, которые где-то там далеко-далеко на севере искали золото. Даже не на севере, по-моему, это была или Камчатка, или, где-то Дальний Восток или север. К сожалению, не помню название, поэтому название будет здесь, так. Но ты помнишь... Хоть что-нибудь. Это какой жанр? То есть это скорее драма, комедия? Это драма, основанная на реальных событиях. То есть, как True Crime? Это Максима немного триггерит. Бомбит. Да, если вы хотите понять, почему меня бомбит с True Crime, посмотрите видео на канале Ярославы, все будет понятно. Да. Современный фильм. Хорошо. Я не знаю этот фильм, я не слышала. Может быть, я слышала, но так я не помню. Пока ты отвечаешь, я могу даже попробовать погуглить. Нет, не могу. Природная локация. То есть какое-то красивое место на природе в России. В России. В России, да. Прошу. Я думаю, что... Если честно, я, наверное, не очень такой природный человек. В том плане... Я ходила, может быть, всего 2 раза в поход, и то этот поход был на несколько дней. Поэтому мне сложно так сходу сказать какое-то красивое место, но, наверное, я была много лет назад, наверное, 10 лет назад, в Геленджике. Это Краснодарский край. И там... Черное море. Черное море. И мы останавливались там в палатке на прямо берегу, прямо на обрыве Черного моря. Это был
очень красивый какой-то сосновый лес, то есть хвойные деревья и... Да, ну, в общем, у меня такая ассоциация. И море было такое прекрасное, просто синее, лазорево-зеленое. Да. Ну, вот ты говоришь, а я вот про себя думаю, а ведь вот в России можно реально поехать на море, найти... Россия, я напомню, Россия вот такая, да? А море вот такое, теплое море вот столько. Береговая линия теплого моря примерно вот такая на карте. То есть вот Россия, вот береговая линия. И несмотря на это, ты можешь поехать на Черное море, найти там дикий, ну или такой полудикий пляж, поставить там палатку, и это не запрещено. Ты даже можешь разводить там костер. Да. Я это к чему? Для меня оказалось удивлением, что в большинстве стран, во многих странах, особенно в странах Европы, да и Латинской Америки тоже, ты не можешь поставить палатку у моря или у океана. Почему нет? Ну, например, в Европе, в таких странах, как... какие у нас морские страны? Италия, Испания, Франция. Ты не можешь поставить палатку. Ты должен поставить палатку в кемпинге или на чьей-то частной территории. Но просто у моря поставить ты не можешь. Прикинь? Мне кажется, кемпинг — это вообще не то. Вот! Я про это же, я тоже думаю, кемпинг, типа как? Это, то есть... Вот у нас это как-то в душе, в культуре, даже если ты это не очень любишь, да, может быть, может, тебе не очень нравится отдыхать дикарем, но все равно у нас это как-то в культуре есть. Да. И ты, наверное, можешь себе представить, что люди так ездят, это нормально. Мне кажется, никто даже бы не подумал. Не подумал, да. И я никогда не думал, что где-то есть страны, где ты не можешь на природе поставить палатку, что это запрещено. Офигеть. Да. Для меня это было такое вообще... Я когда смотрел, думаю, вот такие красивые места, а я не могу взять, поставить палатку, провести ночь там. Просто... И так грустно становится. Ты думаешь, грусти. Как будто тебе вот реально так ограничивают свободу. Вот я это чувствую, как такое ограничение свободы. Ладно, простите, друзья, не будем отвлекаться. В общем, я бы сказала, природная локация — это... Черное море рядом с Черным. Леса вокруг Черного моря. Ну да, сосны. Скалистый берег Черного моря. Там красиво. Да. Я либо был в том же месте, либо где-то рядом. Я представляю, как выглядят эти сосны, эти обрывы. Да. Очень это красиво. Незабываемо, конечно. Очень красиво. Я, да? Да. Стендап-комик. Стендап-комик. Вы смотрите стендап, друзья? Вы смотрите стендап? Ну, если смотрите, тогда... Помогите. Помогите мне. Нет, я единственный стендап-комик, которого я редко, но все равно я смотрю видео, это... Господи, как же его зовут-то? Белорусик. Главный белорусик, который вечно пародирует Лукашенко. Господи, он такой блондин. Слава Комиссаренко. Да. Слава Комиссаренко. Вот, этот комик. Мне нравятся его шутки. Он рассказывает про свою жизнь белоруса, который уехал из Белоруссии. И по политическим причинам он жил в России. Там шутил про Беларусь, про президента Беларуси. Про все, что шутят комики обычно. Да, про все на самом деле. Комики всегда шутят, что политика, жизнь и так далее. Да, это, и потом ему пришлось уехать из России, потому что в России нельзя шутить про президента Беларуси. Это мне напомнило анекдот такой советского периода. По-моему, этот анекдот рассказывал Рейган или кто-то. Ого. Да.
Хотя много анекдотов рассказывал. Рейган? Да, про Советский Союз. Серьезно? Да, он рассказал много анекдотов. И один из анекдотов... Он их сам придумывал, прости? Я думаю, или... нет, он просто их собирал, где-то слышал. И потом рассказывал на разных своих пресс-конференциях. Я надеюсь, что это Рейган. Я надеюсь, что это не кто-то другой, но кто-то из президентов американских. Хорошо. Там был анекдот... Ой, я плохо рассказываю анекдоты. Это Ну, давай мы тебя поддержим. Так вот, спасибо я большое. не буду на тебя смотреть, но мы все давайте поддержим Ярославу, поможем ей рассказать анекдот. Вот. И потом посмеемся обязательно. Посмеемся. Да. Американский президент говорит: Так. вот у нас в Америке свобода. Любой человек может выйти на главную площадь и сказать: наш президент кретин. И советский глава говорит: у нас тоже свобода, у нас тоже любой человек может выйти на Красную площадь и сказать: американский президент кретин. Вот. Нормально. Поэтому я просто вспомнила про шутки о президенте. Видишь, в то время какая была свобода. Вообще. Можно было президента другой страны назвать кретином. Да. А сейчас, Сейчас видишь, нельзя. уже нельзя и других президентов называть кретинами. Вообще никого нельзя называть надо. А кретинами. зачем? Зачем? Я тоже считаю, что, что ты что, идиот, что хочешь кретином называть президентов? Сиди дома и вообще... Ну вообще. вот. Я вспомнила про стендап-комика тоже. Давай. Ну, я не очень часто смотрю комиков, стендап-комедию, но мне понравилась одна шутка, я ее просто запомнила. Мне кажется, она была такая смешная. Этот комик Александр Долгополов. Так. И у него была одна смешная шутка о том, как он поехал в Минск, в Беларусь, в Минск, и он там сидит в одном баре, разговаривает... Господи, и он там сидит в одном... Я уж такой, сидит? Где он сидит? Да? Просто в баре, да, баре. где-то в баре, разговаривает с другом, и краем уха он слышит, как какие-то люди в баре тоже разговаривают, и один человек спрашивает, он слышит этот разговор. Я не могу понять, откуда комик Александр Долгополов. И девушка отвечает своему собеседнику: ты что, не слышишь? У него же российский акцент. И Александр Долгополов говорит: и в эту секунду я подумал, не понял. Я думал, что я говорю без акцента. Какой у меня российский акцент? Я думал, то, как я говорю по-русски, это то, как все говорят по-русски. И когда, например, ты умираешь, и ты попадаешь в рай, то Бог с тобой говорит по-русски с этим акцентом. Какой у меня акцент? В общем, да, у него был такой шок, что есть акцент у него, российский акцент. Да, это удивительно, наверное, для некоторых людей прозвучит, но мне кажется, что как и люди из других городов, ты тоже часто слышишь их акцент. Ну, также так не очень прям. Ну, это зависит от человека, да. Но все равно какие-то особенности произношения, безусловно, есть. Мне тоже часто говорили: о, я сразу слышу, ты из Питера, ты как-то долго тянешь, звуки, вот так разговариваешь. Друзья, вы слышите разницу в нашем произношении? Вы слышите разницу наших акцентов? Акцент, я не люблю это слово, честно говоря. Говор. По-русски говорят говор. По-русски говор, потому что акцент у нас это другое. Поэтому да, я даже хотел сделать об этом отдельное видео, я обязательно сделаю, про акцент и почему не нужно употреблять это слово так часто, как хотят люди. Но окей. Давай. Итак, я выкинула две. Давай, не жульничать. Детская книга. Ну, наверное, это «Трое из Простоквашино». Дядя Федор, пес и кот. Прикольно. Это одна из, наверное, самых знаменитых советских детских книг. Про дауншифтинг. Да, про одного подростка, который решил, что все, он больше не хочет жить со своими родителями, и он ушел из дома и стал жить в деревне с котом, с собакой, и у них была корова.
Да, кстати. А у нас бык. Ну, такой. Это открыто для интерпретации, бык это или корова. Слушай, очень люблю этот мультик, очень люблю эту книгу. Мне кажется, вообще супер идея. Вот этого дауншифтинга, она вот прям... И ты знаешь, я очень много раз тоже хотел уехать жить в деревню. Один раз я почти, ну, прям вот в деревню. Один раз я почти купил дом в деревне. В глухой, в далекой деревне, но в последний момент не купил. Передумал. Ну и хорошо. Еще жизнь долгая. Обязательно, обязательно. Я очень хочу какой-то дом где-то в деревне. В идеале там, где я смогу ставить палатку рядом. На своем огороде. Нет, не на своем огороде. Но чувствую, что это, к сожалению, тот уровень свободы, который нельзя себе позволить во многих странах. Окей, современная книга. Современная книга. Ты читаешь? Читаю, чаще слушаю, потому что гораздо проще, когда у тебя лимитировано время, когда ты гуляешь, когда ты укладываешь ребенка, потом можешь. Вот, и меньше напряжения для глаз. Да. Поэтому, честно говоря, 90%, ну хорошо, 70%, давай так, 70% я слушаю, 30% я читаю. Современная книга российская, да? Российская современная книга. Что из российских книг я недавно прочитал? Российская. Ну, блин, Стругацкие, но это было и давно, и это не современное. Это советское. Это все-таки Советский Союз. А чтобы вот современная Россия... Так, ну ладно, давай тогда, сейчас я поднапрягусь. Из российского. Я 5 минут думал, и это Виктор Пелевин и его книга «Лампа Муфусаила», по-моему, так называется, да. Я вот эту книгу не знаю. Я, если честно, читала Пелевина только Generation P. Я хотела прочитать Чапаева и «Пустоту», но я не знаю, он какой-то слишком... такой абстрактный, он такой слишком гипертрофированный, такой вызывающий, мне кажется. Ну, это правда. Я не могу высказать свое вот отношение к Пелевину. Действительно очень странная литература. Иногда ты читаешь, думаешь, класс. Потом ты читаешь, думаешь, ну, все, я немножко устал от вот этого потока какого-то сюрреализма, каких-то непонятных, не связанных каких-то вещей. Ну, в общем, да, литература довольно странная, но Пелевин, «Лампа Но он культовый, Муфусаила». у него статус культового писателя, поэтому... Однозначно. Это как бы целая такая, как сказать, эпоха, да. Ага. Компьютерная игра. Так. Я не играю в компьютерные игры. Ну, как хоть когда-то ты играла. Когда-то ну, российская компьютерная игра. это что может быть? Волк и яйца? Тетрис. Тетрис? Это изобретение советских... Как это? Ученых? Кто это, да? Тетрис — это наше советское изобретение. Вот. Из таких современных компьютерных игр, наверное, я играла в «Цивилизацию». Угу. Знаешь, стратегия, эту игру? да? Да. Угу. И, ну, если честно, там можно выбирать свою нацию, за кого ты будешь играть, за какую страну ты будешь играть. Несколько раз я пыталась играть за Россию, там была, по-моему, Екатерина II, да. но мне кажется. Мне не нравилось, потому что там вот эти бонусы, у каждой нации есть какой-то свой бонус, у каждой нации есть какое-то свое преимущество. И у России это, по-моему, были золото и лошади, кони. Я такая, зачем они мне нужны? Поэтому, ну, в «Цивилизацию» я играла много. Ну, хорошо, принимается. «Цивилизация», да. Я не уверен, что я на самом деле... ну, я по-любому чуть-чуть, наверное, играл в «Цивилизацию», но это не та игра, в которой я, знаешь, там... В которой я провел часами. В которой я провел часы. Да, спасибо. В которой я провел часы. Проводил время часами. Да, в которой я проводил время часами. Спасибо.
Учите русский с Ярославой. Я учу русский с Ярославой, например. Канал на YouTube, какой-то YouTube-канал, но не РКИ, не русский как иностранный. И как раз могу вам привести пример офигенного нового канала, на который я недавно подписался. Короче, двое ребят русских, как раз тоже вот ты из Ижевска, они, не помню откуда, но, по-моему, тоже вот где-то ближе к Уралу, вот туда. Ну, не суть. Двое русских, молодая пара, они по туристической канадской визе поехали в Канаду, в провинцию Нова-Скотия, и они... Нова-Скотия, да. Ну, звучит как-то по-сербски. Ну, да, не знаю, Нова-Скотия, как они так, наверное, произносят. Новая Шотландия, окей, давайте так скажем. И они поехали туда по туристической визе, купили там большой кусок земли за 20 тысяч канадских долларов. Ты можешь себе представить? А сколько это? Ну, это там 18 тысяч, 17 тысяч американских долларов. И они там строят свой дом своими руками, маленький дом, и буквально за несколько месяцев они, построили дом. Я еще не вышло видео финальное, но они уже сделали фундамент, стены, крышу, и они сами вдвоем просто живут в палатке и строят свой дом. Это настолько удивительно, настолько позитивно, настолько вдохновляет. Короче, канал называется «Любители тишины». Друзья, посмотрите, я прям рекомендую, как они вообще строят дом, как они снимают их жизнь в Канаде и так далее. Прям супер. Это недавно два канала я вспомнила. Один канал — это... Там ничего, по-моему, не говорят. Это просто деревенская жизнь из где-то, может быть, Узбекистан, Казахстан. Где-то вот постсоветская страна, и там... такая женщина уже в возрасте готовит, курочки бегают, такая прям тишь, гладь, да божья благодать. И другой канал, но это... Как называется? Не помню. Какая-то жизнь в деревне, не помню. Напишу, если нужно будет. А второй это не русский, может быть, парень из Америки или откуда-то, из какой-то страны, и он тоже строит себе дом, своими руками. Не русскоязычный? Нет, не русский. И там тоже нет никакого текста, просто видео, как он строгает, или как он там что-то пилит и делает дом. Тебе нравится такой контент? Он такой, АСМР, конечно, да. Бард. Да. Ты сколько думаешь мне лет? А что? Я знаю из бардов. Я знаю Булата Куджава. Да. Я знаю Высоцкий. Тоже бард. Да. Я знаю... Выбери одного. Еще я знаю этот... Ау, днем и ночью счастье зову. Ау, заблудился в темном лесу я. Лысый такой. Ты знаешь 100%. Розенбаум? Розенбаум. Это его Он же песня. бар. Да, можно так назвать. Так... наверное, да. Ладно, наверное, из этих 3 бардов, которых я могу назвать, я выберу, Высоцкого, наверное, за его энергию, за его молодецкую удаль. Итак, давайте финальные. Да, по одной финальные. Вот я тебе дам вот такой вот. Я видел, что там написано. А себе я выберу что-то наугад. Итак, у меня народная песня. Народная песня. Русская, именно русская народная, да, конечно. Песня? Обязательно вот прям вот руссконародная. Народная. Чтобы прям народная. Хорошо. Тогда давай... Не знаю, я не часто, мягко говоря, слушаю народные песни, я думаю, как и большинство людей, но, наверное, по духу мне очень нравится заунывная про Черного Ворона.
Черный ворон. Что ж ты вьешься? Да над моею головой. Она такая тяжелая, да, но, блин, она отражает вот эту какое-то состояние души русского человека, тоску, да, это присутствует в нас в любом случае, и она отражает ее. Что же у тебя? Макс мне дал выбрать напиток. Мы уже обсуждали напитки. Я думаю, что это травяной чай. Травяной чай. Да. То есть травы или именно чай с травами? Я думаю, это именно травы, потому что в России тоже часто пьют только травяные чаи или, например, ягоды какие-нибудь, шиповник, облепиху, что еще там пьют? Травы, ромашка, зверобой. Ромашка, да, вот такие разные травы, и из них делают чай. Да. Я поэтому даже, если честно, немного скучаю. Здесь есть. Не скажу, что здесь... В Аргентине. Да, в Аргентине тоже есть какие-то травяные чаи, но, может быть, я помню, потому что в России я покупала, и были разные магазины, где можно купить разные смеси вот этих чаев, где в разных вариациях есть, можно выбрать. Да, что ж, друзья. Да, у нас осталось еще 5 штук. Да. Наверное, мы напишем просто списком, какие остались. Давай мы зададим вопрос нашим слушателям. Давай. Друзья, напишите вашего любимого ученого. Не обязательно из России, уж что попалось. Да, ученый. Да, напишите вашего любимого ученого из России, из любой другой страны. Просто любимый ученый. А мы прочитаем, что вы напишите. Сейчас как раз мы этим и займемся. Друзья, если вы хотите... Историческая личность, если хотите. Если вы хотите получать транскрипции и дополнительные материалы к моим видео и подкастам, то присоединяйтесь к мембершип-программе, ссылка внизу. Подписывайтесь на YouTube-канал Ярославы. И учите русский, практикуйте, вперед, пошли читать ответы. Все, идем. Да, давай корректно скажем, пойдем читать ответы. Погнали. Погнали. Ура.